Кадр 2, дубль 11. Привет! Зачем нужна кинохлопушка? Как такое сделать за 150 рублей? И как ей правильно пользоваться? Кинохлопушка, нумератор, клапер, клаперборд, либо маркер нужен для двух целей. С первой справляется и верхняя часть. Она хлопает. Она состоит из двух деревяшек, окрашенных в полоску, шарнира и магнита. Магнит нужен нам для щелчка и для того, чтобы хлопушка сама по себе не открывалась. Это очень удобно. Хлопок этой хлопушки помогает нам синхронизировать все наши аудио и видеодорожки. Когда мы хлопаем, на аудиотреке появляется пик. И по этому пику монтажер очень легко может все синхронизировать. Если одна или несколько ваших камер снимает без звука, вам поможет вот эта полосатая шкала. Потому что когда хлопушка смыкается, по этим полоскам очень хорошо выследить этот момент. И очень удобно синхронизировать. Полоски бывают черно-белые, либо цветные. Черно-белые удобно тем, что по ним можно настроить резкость вашей камеры, либо эти полоски могут быть цветными. Это нужно для помощи вашему цветокору, поэтому очень удобно подобрать баланс белого. Вторая задача хлопушки – это быть маркером. Этого нужна нижняя часть. Допустим, вы сняли фильм на несколько камер, и вам нужно найти эпизод, где Дарт Вейдер говорит: «Я твой отец». Вы заливаете кадры в ваш компьютер, и что вы видите? Миллион файлов, и каждый из них называется IMG 10 миллионов 57, IMG 10 миллионов 58, IMG 10 миллионов 1, GoPro 100 на 30, GoPro 100 на 32. И где здесь ваш дубль, который был самый удачный? Вам придется пересмотреть все ваши кадры и вручную подписать, где из них что. Но будь у вас хлопушка, вам достаточно посмотреть лишь на превьюшку каждого вашего ролика и увидеть нужный вам фрагмент, потому что хлопушка появляется перед камерой в каждом дубле в самом начале. И, соответственно, это ваша превьюшка. Теперь, как такое сделать за 150 рублей? Нам потребуется дощечка, с которой легко стереть маркер, петля, мебельные магниты, малярный скотч, карандаш, черный маркер, брусок 20 на 40 и пила. Отмечаем нужный размер, отпиливаем. Если нам лень шкурить и отдраивать и закрашивать все белой краской, просто обтягиваем все малярным скотчем. И сверху черным маркером рисуем черно-белую полоску. Затем на дощечке рисуем квадратики и заполняем их. Ждем, пока высохнет, и прикручиваем все друг к другу саморезом. Если с вашей дощечки маркер не стирается, сверху наклейки с самоклейкой для маркерных досок. Теперь, как заполнить хлопушку? Вначале пишем название фильма. Допустим, у вас Джо. Пишем на первую карту памяти. Допустим, у вас камера Red. Red 5K. Дата сегодняшняя 32 декабря. FPS, конечно же, 120. Температура освещенности примерно 3000 кельвинов. Действие происходит в интерьере ночью. Экстерьер зачеркиваем, день зачеркиваем. Начинаем съемку. Первая сцена: Джо заходит на кухню. Первый кадр. Здесь мы пишем порядковый номер нашего видеофайла. Здесь пишем номер дубля. Джо зашел, споткнулся о окошку, режиссер говорит: переснимаем. Порядковый номер кадра второй. Дубль второй. Получилось. Снимаем вторую сцену. Кадр становится уже третьим. Потому что здесь пишем порядковый номер. Первый дубль. Джо подошел к холодильнику. Все получилось. Сцена третья. Кадр четвертый. Дубль первый. Джо замечает, что суп кончился, надо заваривать хлопья. Он сказал это неубедительно. Режиссер говорит: переснимаем. Порядковый номер
5. Дубль 2. Все получилось. Джо довольный, ест хлопья. Теперь, как правильно хлопать хлопушкой? В начале кадра все камеры запускаются, рекордеры запускаются, актеры готовы. Хлопушка появляется перед камерой в открытом состоянии, называется номер кадра и номер дубля, хлопается. После этого все знают, что съемка началась, и начинают играть. Это первый случай. Второй случай. Допустим, у вас сцена без звука. Режиссер говорит: хлопушка без звука. Вы просто показываете хлопушку, держите пальцы между деревяшками, не называйте ни номер кадра, ни номер дубля. Ничего. Просто молча. Убирайте хлопушку, начинается съемка. Вариант третий. Бывает такое, что хлопушку неудобно показать вначале перед камерой. Режиссер говорит: хлопушка в конце. Все сняли, все отыграли. Хлопушку держите кверх ногами, хлопаете, перевернули, назвали номер кадра и номер дубля. Снято. Оборудование выключили. Вот так используется наша хлопушка. Очень удобный инструмент. Спасибо, что смотрели. И загадка для зрителей. Почему большинство киноделов и фотографов работают в черной одежде? Пожалуйста, пиши в комментарии, а правильный ответ будет уже в следующем видео. Всем спасибо, всем пока и подпишись.